Всем привет! Вы на канале PolzaNet Life. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, скажем прямо в лоб. Почему? Потому что вы видите обзор одним кадром на смартфон Realme 12 Pro. Повторяюсь, меня зовут Саня. Основной канал PolzaNet 450 тысяч подписчиков. И здесь я специально для вас создаю контент из разряда обзора одним кадром. Что это такое, с чем это едят? Это когда я одним кадром рассказываю про смартфон в течение 10 минут. Внизу я напишу, сколько будет весить данный файл, это раз. Два, вы увидите, как он в лучшем своем виде сможет для вас снимать видео. Со всеми его фризами, тормозами, работой микрофонов и всем остальным. При том, что самое удобное для вас, то, что вы можете посмотреть, подобных обзоров очень много. Если вас не интересует, допустим, информация, вы всегда можете благополучным образом взять этот смарт и не слушать то, что я говорю, а смотреть остальные обзоры, которые были сделаны по такому же принципу, в тех же условиях, иногда чуть-чуть других, но плюс-минус. Плюс, разумеется, лицо одно и то же, всегда. Перейдем к обзору. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Кстати, подпишитесь еще на телеграм-канал скидок. Вот там как раз этот смартфон на старте продаж я и выкладывал по 23 тысячи. Потом они были 23-24. И сразу отвечу тем людям, которые пишут, таких цен нет. AliExpress 2 раза в месяц, распродажи. Этот смарт не популярный. Если вы видите его в магазине за 48, как мне пишут, зачем нам смарты без гарантии? На Алишке есть у смартов гарантия. Точно такая же, как и в вашем магазине, иногда даже лучше, это раз. А два, даже если откинуть вероятность того, что ее нет, хорошо, вы покупаете два смартфона по цене одного, один продаете, и потом покупаете себе супер гарантию на этот смартфон за эти 27-28 тысяч, что его продадите. Но это просто простая математика, скажем так. Если говорить о этой железяке, в первую очередь я приобрел его, получается, в двух вариантах расцветки. Сначала, точнее, 12 Pro Plus, который внешне практически не отличается, в бежевой или кремовый, этот синий. Но не для этого мы собрались, а собрались мы в первую очередь для того, чтобы обсудить, как он себя повел и стоит ли его брать. Смотрите, комплект здесь, как всегда, шикарный. И чехол есть, и зарядник, и чехол не самый печальный. Ну, дешевый, но не печальный. Не как там у всяких ZTE пластиковые, которые царапаются, или у Азусов смартфоны продают по 1000 евро, по 1000 долларов, а они у них царапаются о воздух. Я имею в виду чехлы. И пластик довольно дешевый. Так вот, если говорить про конкретно этот смартфон, зарядник, который идет в комплекте с ним, позволяет ему благополучным образом заряжаться за 47 минут. Смотрите, кто-то написал на песке что-то там. Marry me. Вы смотрите, как мило. Как мило. Вот, и за 47 минут это, в принципе, неплохо, хотя они обещают за 36. Может быть, в каких-то условиях за 36 он и зарядится. Зум максимум X10. Если брать зум, повторяю, что все эти зумы на 4К 30 FPS это максимальная его съемка, это все куром насмех, то есть это абсолютно бесполезное дело. Опять же, это мое субъективное мнение. Если говорить про процессор, про мертвых плохо не говорят. Вот, что-то я как-то от зарядки перепрыгнул, но все равно 47 минут запомнили. Но почему я ухожу сразу к процессору? Потому что обычно блогеры, некоторые блогеры, скажем прямо, те, кто работают на магазины, они форсят тему, что баллы в Antutu не важны и процессор не важен. Скажем прямо, что за 24 тысячи рублей, даже если брать, окей, там 27 тысяч, как вы будете его приобретать, может вы за 48 захотите его приобрести, это дело даже 90 FPS в PUBG New State удержать не может. У этого дела, разумеется, нет поддержки 4К 60 FPS. 4К 30 FPS, как вы видите, по фризам и всему остальному лучше не использовать, лучше использовать 1080p 60 FPS. Но тогда вопрос дня, какого лешего это тогда среднебюджетник, если это чистой воды бюджетник, если вы будете использовать только 1080p 60 FPS. По поводу вопросов, что я по-другому говорил про съемку на, допустим, Samsung A54, сейчас у меня уже на руках Samsung A55, буду о нем рассказывать. Ну, прямым текстом, Samsung A55 делает фотографии намного лучше, чем это устройство.
И по видео 4К 30 FPS, к сожалению, разными тоже бывают. К слову, я в обзоре на этот смартфон, у меня уже есть обзор на канале на Realme 12 Pro. Помимо обзора есть еще прожарка. Напоминаю, что у нас есть прожарки, на которых вы в течение 3 часов можете увидеть не только мое мнение и то, как мы в режиме онлайн с вами его тестировали, эту железку, но и благополучным образом вы можете что сделать? Так, да, я себя снимаю. Вы еще можете посмотреть комментарии либо планирующих купить, либо уже купивших пользователей. Плюс исходники фотографий, разумеется, в моей личной телеге можете скачать. Вбиваете в поиске название устройства, там написано файлы, фото, исходники. Их всегда несколько сотен, потому что я этим делом живу. То есть я покупаю все девайсы, после этого я их тестирую, потом я их продаю. И мне это нравится. Когда станет скучно, этих обзоров вы не увидите. Надеюсь, вы сейчас напишите, что вы досмотрели до этого, проверю, момента. Не скучно, чтобы я продолжал, потому что повторяю, что подобные обзоры это такая довольно специфичная тема. Я не уверен, что кому-то они нужны. Я не уверен, что стоит ли мне продолжать и тратить на это время, потому что намного проще, наверное, делать шортсы, набирать много просмотров. Но пока я делаю это, пока я делаю прожарки, пока я делаю эти штуки, не из разряда нытья, а я про свой поиск. Так вот, вы сейчас видите, к слову, повторяюсь, как на основном модуле на 4К 30 FPS может снимать. Я не хочу особо разоряться по поводу этой железки. Вот сейчас мне солнце в лицо бьет. Но съемка у него, даже в этих идеальных условиях, вот сейчас, когда мне в глаза бьет солнце, и вот в этих условиях, по мне оставляет желать лучшего. И я бы посоветовал вам, если вы рассматриваете, опять же, Realme 12 Pro версию, брать все-таки плюс. Там разница в 3000 рублей. То есть Pro Plus обычно 27, но вот сейчас его начали покупать 29. Этот, опять же, тоже надо поймать за 24. Когда вы будете этот ловить за 24 тысячи, за 25, он будет 12 Pro Plus за 29. Так вот, лучше брать его. Почему? Потому что 600 тысяч баллов в Antutu здесь, если я говорил про 12 Pro Plus, что это подтормаживает дело, а там все помощнее, то здесь это просто лютый фриз. Если говорить про не дизайн, то есть кому-то нравится этот дизайн, если говорить про устройство в целом и комфорт использования, то лучше Poco X6 Pro купить, хотя там датчик приближения глючил, когда я его тестировал. Но сейчас пишут, что этот виртуальный датчик, да, программировали, и он вроде топ. Всем тем, кто пишет, ты продался Poco, обратите внимание, один, наверное, из каналов больше 300 тысяч на YouTube, на основной канал 450 тысяч подписчиков, кому Poco вообще не послала ни одного девайса, и Xiaomi тоже во время вот этого марта, когда у них было 11 устройств, они рассылали всем, кроме меня. То есть я сейчас абсолютно не ангажированный тип, и объективно просто-напросто за ценники в 18-19 тысяч Poco X6 и Poco X6 Pro по 23-24 это топчик. А когда-то были по 22. К чему это все? К тому, что если вам не нужен девайс и имитация суперкамеры, здесь нет суперкамеры, к слову. У вас альтернатив море. Это Samsung A54. Понятно, он старенький. Ну ладно, окей. Вы хотите повыделываться дизайном? Nothing 2. Обзор уже тоже был на канале, и там еще и глифы есть. Вот, заплатите за глифы. Но это плюс-минус такое же устройство. И там еще есть, опять же, блестяшки. И если говорить, повторяюсь, про Realme 12 Pro, устройство неплохое, но шаг между 11 Pro и 12 Pro вообще никакой. Вот по факту вообще никакой. И каждый раз, когда вам будут рассказывать, что процессор не работает, и он вам не нужен, эти баллы в Antutu, вы придите в магазин, вот возьмите 12 Pro, потыкайте пальчиком, пооткрывайте программы, а потом после этого возьмите Poco, любой, даже X6. И поймите, что с этим вы будете каждый день коммуницировать, каждый день вы будете вот это вот видеть. А здесь оболочки даже не хватает. Не то, чтобы видео обрабатывать топово. Опять же, это мой субъективный подход. Вы можете сказать, процессор не нужен, но я тогда буду улыбаться, потому что процессор задействован везде сейчас. Вот, если говорить про какие-то особенности, смотрите, как в идеальных условиях он может снимать. По мне ужасно, но кому-то очень понравится. Инфракрасник здесь, как я помню, отсутствует. И мини-джека здесь нету. По поводу защиты от влаги, она здесь IP54, можно сказать, что она такая же, как вот эта OnePlus 12R
В OnePlus 12, по-моему, IP54 был или что-то подобное, я его топил, хотя топить нельзя. Здесь, может быть, его можно и притопить, но я этого не делал, потому что, ну, какие претензии могут быть к устройству за $240? Вот, будете приобретать, не купите китайскую версию, точнее, индийскую какую-нибудь. В общем, есть слушок, я их не видел, эти смарты, которые для Индии только предоставлены. В общем, вам нужна глобальная русская версия. К слову, я ее и тестирую. Я даже в Азии купил глобальную русскую версию. И в целом, чтобы вы для себя не решили, вы должны понимать, что Realme позиционирует свои очень слабые с точки зрения железа устройства как устройство для фото и видеосъемки. Вот сейчас вы эту фото и видеосъемку увидели. Для того, чтобы понять всю глубину, то, о чем я говорил, опять же, вам маркетинг навязал, что вам нужна эта съемка. Вам достаточно посмотреть мои примеры обзора подобного на Samsung A54 и Pixel 7a. То есть это тот же ценовой диапазон, чуть-чуть старше они тоже не идеальны, но по камере, по мне, они рвут это дело по полной. Я специально в обзоре на 12 Pro Plus сравнил его по съемке с S24. И многие увидели, опять же, не знаю почему, что Samsung проиграл. Здесь не дело в том, что Samsung проиграл или Realme выиграл, а дело в том, что маркетинг настроен на то, чтобы вы меняли девайсы. И шаг между бюджетным устройством, средним и высокого ценового сегмента становится все меньше. Как устройство будет снимать, зависит от ваших прямых рук. На 99%, когда вы покупаете девайс дороже $250. Но иногда не вывозит процессор. И вот это тот случай, по мне, когда в Realme чего-то где-то не допилило. 12 Pro Plus лучше. Это примерно такая же пропасть, как и между Honor Magic 6 и Honor Magic 6 Pro. Кто в теме, тот поймет. Опять же, это мое субъективное мнение, но для этого вы сюда и приходите, правильно, чтобы его услышать, либо вы уже отключили звук и благополучным образом смотрите только картинку, как он может снимать. Девайсу от меня за 24 тысячи относительное да, потому что я все-таки надеялся, что они одумаются, будут продавать по 22. По 22 они это дело не продавали. Вообще не было. Самый низкий ценник был 23 тысячи, когда я выкладывал. При том, что в тот момент можно было за 24,5 приобрести китайскую версию Realme 12 Pro Plus. Там не китайская, там не все бенды были. Гуглы есть, русский язык есть. Вот. Но дизайн в синем цвете интересный. Я к нему отношусь скептически, потому что вот это вот цыганское золото, не знаю, не знаю, ну вот не мое. Хотя в целом вот смотреть на него это что-то футуризм и все остальное. Все эти иксы на фото или видео, повторяюсь, по мне, это чистой воды маркетинг. Автономность у устройства космос, яркость отличная, шим до 15% у экрана, экран с закругленными краями, поэтому кружочки по мне делать довольно неудобно. Рамка, разумеется, пластиковая, собран он так себе, потому что у меня, как я помню, да, довольно приличный люфт у кнопки питания. Притом у качельки регулировки громкости люфт чуть-чуть меньше был. То, что он в некоторых исполнениях идет с кожзамом на тыльной части, это значит, что либо вы будете носить его в чехле, либо этот кожзаменитель а-ля веганская кожа, которая неизвестно с какого вегана была снята, да? Глупая очень шутка, сам себя осуждаю. Так вот, веганская кожа, это в рекламе. Мы все понимаем, что они имели в виду, правда, что это искусственная кожа. Сам пошутил, сам посмеялся. Она придет довольно быстро в негодность. По мне, девайс одноразовый, учитывая 600 тысяч баллов в Antutu, его запас максимум 1,5 года, пока он не начнет люто тупить из-за обновлений. Может быть, я не прав. Девайсу, повторяюсь, от меня за 23-24 тысячи рублей относительно да, потому что в этой ценовой категории я бы точно добавил до 12 Pro Plus, либо пошел реально, напрягся в магазин, потыкал бы Poco X6 Pro, Poco X6. Напоминаю, что, возможно, будет с 1 апреля введена опять таможенный пороговый порог станет 200 евро. Точнее, он автоматически таким становится. Может, они до 1000 евро продлевать не будут. Потому что это невыгодно. Невыгодно покупателям. Покупатели хотят платить за таможню 15% свыше 200 евро. И слишком все у них, у покупателей, хорошо. Так что вам придется переплатить за этот смартфон где-то рублей так 750. Вполне возможно, если вы решите его
покупать относительно той цены, которую вы видите на Али. Если вы ультра богатый и самый умный, конечно же, можете идти в магазин, покупать по 40, 50 тысяч, 60. Я не знаю, насколько вы богаты, это решать всегда вам. Я бы разорился, если бы я так приобретал электронное устройство. Но это моя история, ваша история может быть, разумеется, абсолютно другой. Хотя вряд ли вы смотрите мой канал, имея какую-то другую политику из разряда выбросить деньги на ветер. Перепродажи подобных устройств довольно сомнительная штука. 11 Pro, 11 Pro Plus, мне кажется, тоже супер каким-то маржой не обладают. Хотя можете написать, если кто-то перекуп или занимался тем, что купил его и продал просто Realme. Напишите, потому что с момента издания Realme 9 Pro, наверное, по большому счету смысла обновлений пока я не вижу. Может быть, вы видите, может быть, из-за дизайна. Тоже можете написать. Подписывайтесь на телеграм-канал Скидок, Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Добра и удачи вам, дорогие друзья!